Когда Мария Рейн, недавно принятая домработница, начала работу в особняке Рейвенвуд, она ожидала тихой и размеренной службы в доме богатой семьи. Особняк стоял уединенно, окруженный густыми сосновыми лесами на склоне гор Колорадо. Владельцем этого уединенного поместья был Эдвард Вальмон, влиятельный бизнесмен, владелец нескольких медиахолдингов, известный публике своей щедростью и безупречной репутацией. Его жена, Клара Вальмон, была редкой гостьей на общественных мероприятиях и никогда не покидала территорию особняка без сопровождения. Дом снаружи казался воплощением роскоши и покоя, но внутри царила иная атмосфера. Мария с первых дней почувствовала напряженность. У каждого члена персонала была своя зона, своя обязанность, свои страхи. За всем следили камеры, ни один шаг не оставался незамеченным. Обращение Эдварда с персоналом было уважительным, но холодным. Он редко улыбался и всегда разговаривал тоном, не допускающим возражений. Клара Вальмон производила впечатление женщины, отрезанной от реальности. Она была безупречно одета, говорила мягко и сдержанно, но в ее взгляде читалась грусть. Она почти не разговаривала с персоналом, избегала любых касаний и всегда носила одежду с высоким воротом, даже в теплые дни. Некоторые сотрудники поговаривали, что у нее слабое здоровье, другие, что она страдает от тревожности. Однажды утром, спустя 2 недели после начала работы, Марии поручили принести завтрак в спальню хозяев. Это было неожиданно. Новеньким редко доверяли такую задачу. Шеф-повар тщательно собрал поднос, велел дважды постучать и не ждать ответа. Мария поднялась по лестнице с подносом и замерла у двери, когда услышала спор. Эдвард говорил резко и сдержанно. Его голос источал раздражение. «Ты должна взять себя в руки. Сегодня важные гости. Я не позволю тебе испортить встречу». В ответ доносился сдавленный женский голос, будто сквозь слезы. Мария сжала поднос крепче, постучала дважды и вошла, стараясь не смотреть в сторону ванной. Эдвард уже стоял у зеркала, полностью одетый. Он посмотрел на нее и кивнул. «Оставь завтрак. Жди здесь». Она подчинилась. Через минуту он подошел к ней и спросил, «Все ли готово внизу?» Мария коротко ответила, «Все идет по плану, зал готов, кухня работает». Он кивнул, «Пойдем. Я хочу лично все проверить». Во время обхода особняка Эдвард не сказал ни слова лишнего. Он внимательно осматривал каждую комнату, проводил пальцем по поверхностям, молча кивал. Когда они вошли в гостиную, он задержался возле стола, на котором были выложены канапе и фрукты. «Хорошо», — сказал он наконец. «Все должно остаться именно так, без импровизаций». К обеду прибыли гости. 3 мужчин в дорогих костюмах и 2 женщины явно из деловой элиты. Все вели себя непринужденно, но было заметно, как стараются держаться уважительно к хозяину особняка. Клара появилась в гостиной на правах хозяйки, излучая холодную грацию. Ее платье снова имело высокий ворот, и на лице была улыбка, не доходившая до глаз. Мария и другие служащие подавали блюда. Когда Мария принесла кофе, Клара наклонилась ближе и почти шепотом попросила, «Сделай мне 2 эспрессо, пожалуйста». Запрос казался странным, но Мария принесла кофе и подала его Кларе. Та посмотрела ей в глаза и на миг задержала взгляд. В этом взгляде было что-то, что нельзя было не заметить. Тихая мольба. После того, как гости ушли, Клара пожаловалась на недомогание. Эдвард отпустил ее в спальню. Мария, беспокоясь, пошла следом, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Поддерживая Клару за локоть, она ощутила, как та дрожит. «Я подожду у двери, если вдруг что-то понадобится», — тихо сказала она. «Вы не одни». Через некоторое время Клара вышла и передала ей платье. «Отнеси в прачечную, пожалуйста. Я запачкала его. Спасибо за заботу».
Мария взяла платье, но когда поворачивалась, ворот сместился, и она заметила странную татуировку на коже Клары — штрих-код. На мгновение она застыла. Клара все поняла и мгновенно сказала: «Забудь, что ты это видела. Прошу». Мария ушла, но в голове уже пульсировали мысли. Этим вечером она снова поднялась, когда Эдвард уехал по делам. Клара открыла ей дверь, явно испугавшись, но быстро впустила. Комната была в беспорядке. На полу валялись осколки стекла, зеркало разбито, на теле Клары синяки. «Он ударил вас?» — спросила Мария. Клара медленно кивнула. «Это случается. Но только когда я ослушаюсь. Он думает, что я его собственность». После паузы она добавила: «Он купил меня. Не здесь, за границей. Мне было 16. Я исчезла. Меня выманили из приюта. Сказали, что я поеду на модную фотосессию. В итоге оказалась в клетке. Штрих-код — это клеймо. Оно у всех, кого продавали. Он был моим последним покупателем. Дал имя, дом, замужество, новую клетку». Мария, едва сдерживая слезы: «Мы вызовем помощь. Вы больше не одна». Пока Эдвард отсутствовал, Мария позвонила в полицию. Сказала все, что знала, назвала адрес, предупредила, что нужно действовать осторожно. Спустя 30 минут на подъездной дорожке появились патрульные машины. Эдвард попытался бежать, но его задержали. Клара дала показания, предъявила синяки и татуировку. На ее лице был страх, но и облегчение. В полицейском участке выяснилось, что Клара — это Мелани Синклер, пропавшая 10 лет назад. Ее имя числилось в базе данных как одна из жертв, которых так и не нашли. Ее история потрясла следователей. Когда допрос закончился, она обратилась к Марии: «Пожалуйста, зови меня София. Я больше не хочу быть ни Кларой, ни Мелани. Я та, кто выжил». Прошло несколько месяцев. Особняк опечатан, компания Эдварда распалась, начато международное расследование. София теперь живет под защитой, помогает другим девушкам, которые прошли через похожий ужас. Она нашла в себе силы выступить публично, чтобы разоблачить систему, частью которой была. А Мария, девушка, которая однажды просто не отвернулась, осталась рядом как подруга и защитница. Однажды вечером они сидели вместе, глядя на закат. София сказала: «Ты изменила мою жизнь». Мария ответила: «Нет, ты сама ее изменила. Я просто напомнила, что ты имеешь на это право». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.